Майкл никогда не учился, он не профессиональный танцовщик. Вы бы, наверное, не взяли его в свою труппу. Но он естественен в чувствовании движения. Он просто танцует, понимаете? Можно поставить его в группу из 30 подготовленных танцовщиков, которые 20 лет учились и зарабатывают этим на жизнь. И он справится. В апреле на экраны выходит биография иконы мировой поп-сцены Майкла Джексона. Просматривая трейлер, я поймала себя на мысли о том, что не так уж много знаю про Майкла, как про танцовщика. Да, нам всем известна его легендарная лунная походка, вскок на пальцы, движение бедер, но ничто не появляется из воздуха. Откуда пришли эти элементы и связки? Кто вдохновлял короля поп-музыки? У кого он учился? Почему его танцевальная манера выглядит именно так? Правы ли те, кто сравнивает Джексона с Нуреевым и Барышниковым и предполагает, что из него вышел бы первоклассный артист балета? И действительно ли Майкл лучший танцовщик всех времен и народов? Если вы какое-то время на меня подписаны, то уже знаете. Мне интересно все, что связано с танцем во всех его ипостасях. И я обожаю исследовать, изучать источники, читать, смотреть документалки, сравнивать записи. В общем, не было ни малейшего шанса удержаться от погружения в тему Майкл Джексон как танцовщик. Приглашаю вас отправиться в это путешествие вместе со мной. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. «Не помню, чтобы когда-нибудь не танцевал», — говорил Майкл. Любовь к движению была заложена в мальчика природой. Но культура и среда, в которой Джексон рос, также оказали значительное влияние на его развитие как певца и танцовщика. Музыкантом был его отец. Прежде чем продюсировать семейную группу, Джозеф Джексон сам выступал на сцене. Кроме того, как и почти все дети из его окружения, Майкл восхищался фильмами и программами с участием братьев Николас. Обожал Джеймса Брауна и Сэмми Дэвиса-младшего. Глядя на них, ребята афроамериканского происхождения укреплялись в вере в то, что раз эти артисты смогли пробиться, и у них все получится. Напомню, что в те годы американское общество все еще было достаточно разобщенным. Танцовщикам и певцам с темным цветом кожи все еще приходилось отстаивать свои права, бороться за равные возможности. Однако, конечно, были у Майкла и другие кумиры. Например, Фред Астейр, которому он, и не он один, пытался подражать, танцуя перед телевизором. Тогда Джексон не мог предположить, что в дальнейшем не просто познакомится со своими идолами, но и выслушает от них много лестных комплиментов. Рассказывая о людях, которые сформировали танцевальный стиль Майкла Джексона, начну с фигуры, которая нам с вами, вероятно, знакома лучше остальных. Фред Астейр был звездой голливудских мюзиклов и снимался чуть ли не со всеми героинями моего старого видео о выдающихся актрисах-балеринах. Этот гениальный степист и невероятно влиятельный в киноиндустрии человек впервые увидел Майкла еще в составе Jackson 5 и при встрече не преминул похвалить юного солиста. Годы спустя, после культового эфира Motown 25, где Майкл впервые исполнил связку с лунной походкой, броском ноги и подъемом на пальцы, Астейр позвонил молодому артисту и выразил свое восхищение словами: «Вы сердитый танцовщик, я точно такой же». Для меня Angry здесь звучит скорее как напористый, импульсивный, резкий, но часто переводят именно сердитый. Танцевальная легенда поставила мальчика-самоучку с собой в один ряд. Джексон говорил, что это был лучший комплимент в его жизни, тот самый, который очень важно было услышать. После Астейр пригласил Майкла в гости, и дома у актера молодой человек персонально для него продемонстрировал лунную походку. Может быть, вы знаете, что образ Майкла в Smooth Criminal – дань уважения как раз Фреду Астейру. Гангстерская тема перекликалась с фильмом The Bandwagon, в котором есть эта потрясающая танцевальная сцена. Если вам не доводилось ее смотреть, горячо рекомендую. Что Астейр, что Сид Чарис там прекрасны. Если говорить о хореографии, на мой взгляд, манера, стиль, лексика у Джексона и Астейра все-таки очень разные. Мне кажется, эти танцовщики по-разному чувствуют пространство, взаимодействуют с ним. Джексон работает в меньшей амплитуде, в то время как Астейр не боится более широких, размашистых жестов. Плюс Фред Астейр славился как великий танцевальный партнер. Он много и часто в своих фильмах танцевал с актрисами.
Майкл же, по моим наблюдениям, в большей степени одиночник. Это, конечно, разные категории, требующие разной техники, но вернемся к теме парного танца чуть позже. Еще один кумир Майкла Джексона – Джеймс Браун, солист популярной в 50-х группы The Famous Flames, которого называют крестным отцом соула. Живые выступления Брауна славились динамичностью. Считается, что именно у него маленький Майкл мог впервые увидеть движение робота, вращение, изолированную работу стоп. Забавный момент, кажется, Джеймс Браун очень гордился своим продольным шпагатом. По крайней мере, в тех записях, которые мне попадались, он порой по нескольку раз этот навык демонстрировал. У братьев Николас это тоже было, так сказать, коронкой, а вот Майкл в увлечении шпагатами вроде как замечен не был. Следующие два персонажа в моем личном восприятии связаны. О Сэмми Дэвисе-младшем я впервые узнала, увидев этот музыкальный фрагмент из фильма «Милая Чарити». А снял этот фильм и поставил для него хореографию кто? Легенда Бродвея Боб Фосс. Если вы смотрели мое видео о 20 лучших балетных фильмах 20 века, то, наверное, вспомните весь этот джаз, я вам его нахваливала. Так вот, это автобиография того самого Боба Фосса. На мой вкус, один из лучших фильмов танцевальной тематики. Хореограф Чикаго и Кабаре изменил Бродвей, изменил мюзикл как жанр. Поэтому да, Майкла и его влияние никак не могло обойти стороной. Насколько сильным было это влияние? Для начала посмотрите небольшой отрывок из фильма 1974 года «Маленький принц», где Боб Фосс играет змею. А теперь танцующий Майкл. И вместе. Когда я впервые осознала, что эти знаковые движения, которые у всех нас ассоциируются в первую очередь с творчеством Майкла Джексона, на самом деле придуманы и исполнены другим артистом, пришлось пройти несколько стадий принятия, честно. Потому что сначала переполняло ощущение какой-то глобальной несправедливости. Ведь, к сожалению, о Бобби Фоссе знает ограниченный круг людей, связанных с Бродвеем и индустрией американских мюзиклов. А Майкл – международная поп-икона. Для абсолютного большинства зрителей он создатель и хранитель этой хореографии. И из-за Фосса, шикарного постановщика, в этой ситуации прямо обидно. С другой стороны, именно благодаря Майклу хореография пошла в народ, не забылась, постоянно исполняется. И это, наверное, хорошо, это самое главное. В общем, у меня ситуация вызывает смешанные, противоречивые чувства. Интересно, что вы думаете. Но вернемся к теме кумиров. Сэмми Дэвис-младший, как и Майкл, начал свою карьеру в семейной группе, только в роли чечеточника. Впрочем, этим таланты Дэвиса не ограничивались. Он танцевал в разных жанрах и отлично пел. В 50-х Дэвис начал строить карьеру на Бродвее, а в 60-х у него уже было собственное развлекательное шоу на телевидении. Для американцев его имя также связано с активизмом – движение за равенство людей разного цвета кожи. Джексон называл Дэвиса одним из величайших шоуменов в истории, а тот, в свою очередь, относился к Майклу как к сыну. Все эти артисты сыграли большую роль при формировании художественного мировоззрения и хореографического стиля Майкла. Раз уж речь зашла о стиле, творческом почерке, давайте проанализируем самые яркие, знаковые элементы в творчестве Джексона и заодно обсудим, откуда они родом. Когда речь заходит о Майкле-танцовщике, большинство из нас представляет конкретные комбинации, определенный набор движений. Лунная походка, бросок ноги, поворот, вскок на пальцы, наклон на 45 градусов, танец робота, качание бедрами и рука в области паха. Маленький спойлер, ничего из вышеперечисленного не было придумано самим Джексоном. Но именно в его исполнении эти элементы вошли в поп-культуру и наше сознание. Поговорим немного о каждом. Начать хочется с трюка, который не только сломалось много копий в дискуссиях, но и абсолютно буквально разорвалось немало ахилловых сухожилий. Была бы рада сказать, что преувеличиваю, но нет. До сих пор, когда уже известны все секреты, когда патент на специальные ботинки лежит в открытом доступе, кто-нибудь глубоко одаренный да попробует повторить знаменитый наклон в домашних условиях.
Этого не выдерживают даже лодыжки и ахилл опытных профессионалов, что уж говорить о неподготовленном человеке. Ученые провели исследование и выяснили, что максимум, на который способно тело профессионального танцовщика, 25-30 градусов. В Smooth Criminal Майкл переносит центр тяжести намного дальше и наклоняется на 45. Чисто физически человек на такое не способен, отсюда и вау-эффект, будто артист побеждает гравитацию. Изначально это делали с помощью троса, который обвязывался вокруг талии артиста и с другой стороны крепился к крючкам. Но без рабочих сцены как-то эффектно и незаметно осуществить все эти действия на концерте невозможно. Поэтому совместно с Майклом Бушем и Деннисом Томпкинсом Джексон разработал особые ботинки. Внизу, под пяткой, в них располагается V-образная прорезь, крепящаяся к гвоздю. Обувь плотно облегает лодыжки, поддерживая их в стабильном и безопасном положении. Подробное описание можно найти в патенте, можно просматривать чертежи. Чтобы выполнить этот наклон, даже в специальной обуви нужны сильные мышцы кора и в достаточной степени растянутые мышцы ног. Поэтому как сам Майкл, так и его танцовщики, кстати, обратите внимание, он не один это делает, безусловно, люди подготовленные. Чтобы повторить легендарную лунную походку, специальная обувь не потребуется. Майкл никогда не делал секрета из того, что его этому движению научили. Правда, кто именно, сказать сложно, версии разнятся. Певец, по собственным словам, время от времени видел, как дети в гетто исполняли что-то подобное. И однажды он якобы обратился к ним с просьбой поделиться секретом. С другой стороны, Билл Бейли, популярный темнокожий исполнитель, демонстрировал походку еще в 1955 в эфире национального телевидения. И, скорее всего, Майкл в детстве эту запись видел. Да и любимый Джексоном Боб Фосс все в том же танце змеи похожую проходку показывает. То есть на самом деле движение появилось в информационном поле Майкла задолго до первого исполнения в 1983 году. Еще один фирменный джексоновский элемент – вскок на пальцы в плие. Но, будем честны, это в танцевальном мире не новость. Я тут думаю не только про балет, но и про ирландские танцы, и про кавказские. В последних мужчины вообще танцуют на пальцах в мягкой обуви, что ощущается интенсивнее, чем в пуантах или ирландских туфлях с укрепленным носком. Майкл делал этот вскок в жестких лоферах, которые позволяли лучше удерживать равновесие и берегли ноги. Интересно, что для Джексона было важно не просто вскочить на пальцы, но и простоять на них какое-то время. После легендарного эфира, где впервые была показана комбинация с лунной походкой и вскоком, он долго плакал в гримерной, потому что не смог сделать 5 поворотов и задержался на пальцах не настолько долго, как планировал. Зрители, естественно, ничего не заметили и не поняли. Кстати, раз уж заговорили про ботинки, буквально пара слов о костюме. Белые носки и блестящие перчатки на фоне однотонного темного костюма привлекали внимание зрителей к стопе и кистям рук соответственно. Чем больше была арена для выступлений, тем короче надевались брюки. Таким образом, даже издалека было отлично видно работу стоп в белоснежных носках. В хореографическом стиле Майкла акцент делался еще и на бедрах. При активной работе этой части тела всегда существует опасность превратить танец в вульгарщину и даже похабщину. Но Джексону, на мой взгляд, удается не переступать грань. При его пластичности движения бедер выглядят достаточно органично. На другом, более жестком теле эффект, вероятно, был бы иным. К слову, Боб Фосс тоже любил задействовать бедра в своей хореографии. Также огромное количество споров вызывало и продолжает вызывать хватание за пах, тоже ставшее фирменным джексоновским движением. По версии Майкла, впервые это произошло в потоке во время танца. Он неосознанно добавил элемент, подчиняясь велению ритма и музыки. У танцовщика и хореографа Винсента Паттерсона другие воспоминания. Якобы именно он во время репетиции случайно положил руку на пах. Джексон это заметил, попросил повторить и затем внес движение в итоговую версию клипа. Как бы там ни было, не все сочли находку уместной. Даже мама и сестра Майкла на интервью говорили, что далеко не в восторге от этого элемента, который, по их мнению, выглядит не очень, в оригинале not nice. Тем не менее, Майкл постоянно возвращался к этому положению руки в клипах и на живых выступлениях.
В творческом процессе было место для импровизации. Хотя Майкл не ставил хореографию сам, он являлся сотворцом, предлагал, пробовал, искал и всегда адаптировал танец под себя. При этом он явно был перфекционистом. Танцовщики вспоминали, что небольшую связку Майкл мог разучивать перед зеркалом по 4 часа подряд. Не знаю, можно ли таким воспоминаниям на 100% верить, потому что после 4 часов беспрерывного танца есть вероятность больше вообще никогда не стать. Звучит не очень правдоподобно. Но репетировать подолгу Джексон, безусловно, мог. Так он нарабатывал технику и получал уверенность, необходимую для выступлений. Учитывая, что на сцене ему приходилось не только танцевать, но еще и петь вживую, конечно, все должно было заранее отрабатываться до автоматизма. На сцене задумываться было уже некогда. Майкл, очевидно, понимал, что ему подходит, а что нет, с чем он технически может справиться, а с чем нет. Я обратила внимание на то, что в клипах, где другие мужчины танцуют с партнершами, Джексон в парный танец практически не вовлечен. И речь не то чтобы про сложные поддержки, а про самые простые комбинации. Вероятно, Майкл понимал, что парные танцы не его стезя. Вполне возможно, что в танцах с партнершей в духе мюзиклов классического Голливуда или в околобалетных постановках мы бы заметили нехватку профессионального образования, ограниченность лексики и техники. К чести Майкла он относился к своим возможностям здраво и не шел туда, где эти пробелы могли бы обнаружиться, поставив его в шаткое положение. Этого зрелого, адекватного отношения к себе некоторым артистам, как не хватает. Отсматривая записи с концертов и репетиций, музыкальные видео, я всегда обращала внимание и на подтанцовку других артистов. Было интересно понаблюдать и сделать вывод, сильно ли ансамбль, или как это правильно назвать, кардебалет, уступает солисту. И как другие ребята, профессиональные танцовщики, прошедшие серьезный отбор, справляются со знаменитыми связками и знаковыми движениями. Предлагаю вам тоже провести подобный эксперимент. Представьте, что солист одет в точно такую же одежду и не обладает примечательной внешностью. Переведите фокус внимания в сторону и назад, оставив Майкла на периферии зрения. Анализируйте чисто танец. Ни лицо, ни внешность, ни костюм. Именно тело в движении. Что думаете? Мне будет очень любопытно узнать ваше мнение. Свое высказывать, пожалуй, не буду, чтобы никоим образом не навязать точку зрения. Отдельно, конечно же, хочется остановиться на взаимоотношениях Майкла с классическим танцем. Мы точно знаем, что Джексон посещал балетные спектакли и восхищался танцовщиками. В частности, Михаилом Барышниковым, с которым его познакомила актриса Элизабет Тейлор. Артист вспоминал, что Майкл задавал очень много вопросов о классическом танце и искренне им интересовался. При этом сам Джексон класс не делал, техникой не владел. Об этом мы узнаем из мемуаров танцовщиков, участвовавших в его шоу. Как-то раз все стояли у палки у станка на утреннем классе, чтобы разогреться перед репетицией. Но Майкл наблюдал со стороны и постоянно говорил: «Ах, если бы я только мог, если бы я только мог». Почему не пробовал? Может, когда-то в юности и пробовал, просто это не было задокументировано, наверняка так. Но, видимо, этот тип активности, фундаментальные принципы балета просто не подошли его телу. Может быть, он понял, что фантастических результатов не добьется, а на роль середнячка не мог согласиться. Слова одного восторженного поклонника о том, что если бы Джексон работал с Нуреевым или Барышниковым, он мог бы приблизиться к их уровню, при таком раскладе не очень верятся. И это не значит, что Барышников с Нуреевым молодцы, а Майкл сплоховал. Нет. Это две разные хореографические вселенные, и одинаково успешно существовать в обеих, наверное, невозможно. Все-таки в балете дети в раннем возрасте учатся делать вещи на пределе человеческих возможностей. И в течение 8 лет день ото дня оттачивают мастерство. И взрослому человеку прийти со стороны, встать с ними на равных – маловероятная перспектива. Для того эти 8 лет каторжного труда и нужны, чтобы подняться на недосягаемую высоту. Справедливости ради, схема работает и в обратную сторону. Вряд ли артист балета будет так же свободен в танце в стиле Майкла Джексона. Тело совсем другое, позиции совсем другие, манера, амплитуда – все.
Здорово, что есть и те, и другие, но сравнивать их вряд ли честно и корректно. При этом среди балетных тоже были и есть люди, искренне восхищающиеся Джексоном как танцовщиком. Тот же Барышников говорил об удивительном владении Майклом своим телом и уверенности в движениях. Артисты нашего времени тоже не скупятся на комплименты. Потрясающий постановщик Акрам Хан, думаю, все балетные влюблены в его версию Жизели, говорил, что Джексон изменил его мир. Поскольку Майкл был ближе Акраму по цвету кожи, мальчик понял, он тоже может рассчитывать на какой-то успех. Джексон вселил в Хана веру в возможность самореализации. Забавную историю из детства рассказывал и финский хореограф Jorma Elo. Когда-то он с друзьями собирался на вечеринку, но кому-то пришло в голову поставить на фон видеокассету с концертом Майкла Джексона. Ребята пересмотрели ее несколько раз и в итоге никуда не попали. Дальше всех, наверное, зашел хорошо известный в балетном сообществе Кристофер Уилтон. Вы, может быть, вспомните его «Алису в стране чудес», «Зимнюю сказку», «Золушку» и другие спектакли. Так вот, Уилтон поставил хореографию для бродвейского мюзикла о Джексоне и даже получил в 2022 году за эту работу премию Тони. В спектакле практически отсутствует оригинальная хореография из клипов и выступлений Майкла. Уилтон, вдохновившись, сочинял ее с нуля, советуясь с Ричем и Тоном Талауэга, которые в свое время работали с Джексоном. То есть получилась своеобразная хореографическая фантазия о Майкле. Любимым номером самого Уилтона стала сцена Dance Heroes, где появляются все вдохновители и танцевальные идолы Майкла. Так в чем же уникальность исполнительского стиля Майкла Джексона? Во-первых, это смешение направлений и не слепое копирование уже изобретенных движений, а адаптация под свое тело и под свою музыку. Во-вторых, молниеносность. Почти каждый артист или хореограф, чье интервью и мнение я читала, делает акцент на быстроте, точности и напористости джексоновского танца. Иногда трудно проследить переход от одного элемента к другому, настолько быстро все меняется. Майкл, безусловно, от природы не просто пластичен, но и грациозен. Есть у него эта особая, кошачья, мягкая манера, которой наделены отнюдь не все танцовщики. Он, конечно же, обладал сумасшедшей артистической харизмой и эффектом присутствия. Даже на огромных сценических площадках такие люди не теряются, умея держать внимание зрителя. Его голос, движения, смыслы, которые Джексон вкладывал в свои песни, все это привлекало людей. И в итоге оказалось гораздо весомее, важнее образования и техники профессиональных танцовщиков. Хотя почти все его знаковые движения и связки были заимствованы из разных источников, Майклу удалось то, о чем не могли мечтать его предшественники. Аудитория Майкла была несравнимо больше той, на которую мог рассчитывать, скажем, Боб Фосс. Вероятно, таковы законы искусства. Выживает сильнейший, ярчайший, имеющий доступ не к узкой театральной аудитории, а к более разномастной, охватывающей все слои общества во всем мире. Хореографические поиски Майкла привели к развитию разных танцевальных стилей. Не только современная поп-музыка звучала бы иначе, не будь Джексона, но и музыкальные видео, сценические выступления артистов выглядели бы совершенно по-другому. Своим творчеством Майкл вдохновил огромное количество взрослых и детей пойти на танцы. Он пробудил в людях любовь и интерес к движению. И это чудесно. Вот таким получилось мое исследование темы Майкл Джексон танцовщик. Надеюсь, вы узнали из этого видео что-то новое и интересное. Как всегда, с удовольствием почитаю ваши комментарии. Пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!